Всем привет! Друзья мои, мира вам и здоровья! Вы видели когда-нибудь перец цицак? И если вам такой перец попадется, сделайте, попробуйте. Рецепт абсолютно несложный. Вот смотрите, здесь у меня 2 килограмма перца. Вот он так выглядит, цицак. Обычно я беру его, когда он вот такой светлый. Смотрите, прям как будто прозрачный. И здесь у меня сливка, 3 килограмма сливки. Кстати, сливка у нас сегодня была по 33 рубля. Представляете? Вот такая сливка. И причем достаточно хорошая. Поехали готовить. Друзья мои, начнем. Вот здесь у меня 3 килограмма помидоров, уже почищенных и готовых для прокручивания на мясорубке. Что мы делаем с перцем? У перца мы отрезаем плодоножку, вот так покороче. Хвостики отрезаем, вот так все оставляем. Единственное, что я сделала, я их вымыла. Не прокалываем, не надрезаем, не потрошим, ничего не делаем. Просто берем вот так и отрезаем хвостик. Все, вот такую штучку оставляем. Это все очень легко сделать. Вот. Вначале я буду помидоры пропускать через мясорубку. В это время у меня греется воды, там литров, наверное, 5. Я буду бланшировать перец. Как только прокручу, вода закипит, покажу, как перец будем бланшировать. Вместе с помидорами я прокрутила 7-8 зубчиков чеснока. И сразу сюда же в эту массу высыпаем и все перемешиваем. Вода закипела, и мы сейчас будем бланшировать наш цицак. Опускаем. Можно партиями, можно сколько влезет. Если весь войдет, пожалуйста. Я, скорее всего, в 2 захода. Вот сейчас закипит. 3, можно 4 минуты. Его будет видно, он перестанет быть вот таким упругим, мягким станет. Если мы его вот так готовим, его потом легче опускать в томатную заливку, которой у нас не очень много, но на 2 килограмма 3 литра вполне достаточно. Ровно 4 минуты у меня кипит. Вот он стал помягче, перестал быть деревянным. И сейчас я его в другую посуду выловлю отсюда. У меня там стоит казан в мойке. Я туда сбрасываю. Вот он уже не такой погремучий становится. Помягче и понежнее становится. И вновь 4 минуты. Периодически вот так надавливаю, чтобы весь погружался. Вот такая нехитрая манипуляция. Вот посмотрите, друзья, какой он становится после того, как его подержали в воде. Вот такой плоскенький и достаточно мягкий. Еще немножко проварим в томатной заливке. Супер будет. Друзья мои, перцы пробланшировали, и в этот же казан я вылила вот эти прокрученные на мясорубке 5 килограммов томатов. И сейчас будем варить в течение 20 минут. Друзья мои, прошло 20 минут. Добавляем вот так неполную чайную ложку перца черного молотого, 2 без верха столовые ложки соли, взвешу, напишу под видео, вот так, без верха соли, 3 полных сахара, в граммах все напишу, лавровый лист 2 штучки, 9% уксус 3 столовые ложки и 100 миллилитров растительного масла 6-7 столовых ложек. Хорошо перемешали. Вы помните, что здесь у нас уже был чеснок. И высыпаем петрушка, укроп. Чем больше, тем лучше. Вот у меня совсем немножко укропа и такой приличненький для этого количества пучок петрушки. Друзья мои, вот это уже вкусная аджика. Здесь же и чеснок, и уксус, и сахара достаточно. Вот это прям уже вкусно. А красиво как. Бросаем перцы. Нам надо их все сюда сложить. Сейчас немножко сок пустят и никуда не денутся. Все покроется маринадом. Сейчас закипит. Как только активно закипит, будем варить это все 3 минуты и по банкам закупоривать. Перцы у нас уже готовые. Они 4 минуты бланшировались, практически варились. Вот здесь держать их долго не надо, иначе они будут мягким, невкусным блюдом. Но должны закипеть. Как только закипят, и начнем отсчет. А баночки я простерилизовала, а крышки прокипятила. Ждем закипания. Вот видите, как кипит эта история. Вот так придавливайте. С перцем с этим ничего не случится. Это все должно прокипятиться, прогреться прям вот хорошо. Вот так поднимаю чуть-чуть.
И вот этим со дна кипятком поливаю. И вновь кипит. Еще беру, не бойтесь. Если какой порвется, немножко острее будет, чем есть. Чтобы ничего с ними не случилось, и они у нас в горячем виде попадали. Берем вилочку и начинаем укладывать в банку. Они сами просятся, видите? Вот так. Затем заливаю вот этим кипящим маринадом. Обязательно, чтобы все было залито. И еще берем и складываем. Они мягкие уже стали, легко заворачиваются. Прям наталкиваем полную баночку. И вот этим кипящим опять заливаем. И еще добавляем. И все, сейчас сверху залью, хватит. Ну, процесс понятен, да? Обязательно, когда заливаете, вилочкой так проталкивайте, чтобы не было вот здесь воздуха никакого. И вот так под самый верх. А сейчас самая легкая работа. Это просто закупорить. Хотела еще одну пол-литровую баночку закрыть, но решила Петровичу надо дать попробовать. Так, чуть по чуть. И консервации закрыла уже достаточно. Смотрите, какая красота вырисовывается, да? Обязательно на крышку и следующую. Горячая. Вот из этого количества у меня получилось 2 литровых, 1 700-граммовая, 2 пол-литровых и вот еще, наверное, целых пол-литра в салатнике я оставила Петровичу. Шикарно. Обязательно проверяем, чтобы не подтекало под крышкой. Вот. Сейчас еще одну. Хочу вам показать. Смотрите, какой перчик получается. Вот это аджика, ну прям на хлебушек. А вот этот перчик, смотрите, какой аппетитный. Просто вкуснятина. Друзья мои, приготовьте. И не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока!